Какой город способен буквально изменить сознание человека? Не метафорически, а физически. Существует место, где туристы массово теряют рассудок прямо на улицах, а психиатры фиксируют этот синдром как официальный диагноз. Есть город, построенный так, что его жители никогда не видят солнца 2 месяца подряд. И город, где каждый дом стоит на костях миллиона человек. Вы думаете, что знаете удивительные города мира, но этот список перевернет все, что вы о них думали. Начнем с города, который архитекторы всего мира называют живым экспериментом над человеческой психикой. Масдар-Тешам– это город в пустыне Абу-Даби, строительство которого началось в 2008. Его проектировали как первый в мире город с нулевым выбросом углерода. Площадь 6 квадратных километров, окруженных 5-метровой стеной из прессованной глины. Внутри нет ни одного автомобиля. Передвижение только на автоматических капсулах, которые скользят по подземным рельсам без водителя и без единого светофора. Улицы спроектированы так, чтобы ловить ветер с севера и снижать температуру внутри города на 10 градусов относительно окружающей пустыни. Это работает. Снаружи 45 градусов жары, внутри 35. Но в Масдаре живет около 300 человек вместо запланированных 50 тысяч. Инвесторы вложили $22 миллиарда в город, который почти пуст. Люди приезжают, осматривают идеальные улицы, садятся в беззвучные капсулы и уезжают. Психологи объясняют это просто. Человек не может жить в месте, где все работает идеально. Отсутствие хаоса вызывает тревогу. Совершенно иначе устроен Шибам в Йемене. Город, которому больше 2000 лет, но который выглядит как Манхэттен эпохи неолита. 500 башен из необожженного кирпича высотой до 30 метров стоят вплотную друг к другу на вершине скалы посреди пустыни Хадрамаут. Их называют первыми в мире небоскребами. Строили их не из эстетических соображений, из страха. Город окружен сухими руслами рек, которые раз в несколько лет превращаются в стремительные потоки. Единственное спасение — подняться выше. Поэтому каждая семья строила башню, и каждое следующее поколение надстраивало новый этаж поверх старого. Нижние этажи отдавали скоту, средние — хранению припасов, верхние — жилью. Сегодня в Шибаме живет около 7000 человек в башнях, которые буквально растворяются под дождем. Необожженный кирпич размокает и осыпается. Каждый год несколько башен частично разрушаются. Жители заделывают трещины той же глиной и продолжают жить внутри. Третий город в этом списке находится под землей. Деринкую в Турции, подземный город в регионе Каппадокия, вырубленный в вулканической породе примерно в 8 веке до нашей эры. Глубина 85 метров, 18 уровней вниз. Здесь жили до 20 тысяч человек одновременно, со скотом, запасами еды, церквями, школами и винодельнями. Вентиляционные шахты пронизывают все 18 уровней и до сих пор работают. Входы в город закрывались круглыми каменными дверями весом до 500 килограммов, так их можно было откатить только изнутри. Снаружи вход выглядел как обычная яма в земле. Деринкую обнаружили случайно в 1963-м, когда житель деревни снес стену в своем подвале и обнаружил за ней тоннель. Тоннель вел в комнату, комната в следующую. Так продолжалось 85 метров вглубь. Сегодня открыто для посещения только 8 уровней из 18. Остальные 10 до сих пор исследуются, и каждый год находят новые помещения, о назначении которых спорят до сих пор. Есть города, где правила дорожного движения существуют только на бумаге. Путгарден в Германии. Нет, не он. Настоящий рекордсмен по хаосу на дорогах — Лагос в Нигерии, мегаполис с населением 22 миллиона человек, где пробки длятся по 3 суток без остановки. Не часов, суток. Водители паркуют машины, уходят домой спать, возвращаются утром и пробка стоит на том же месте. Местные называют это явление «go slow». Медленное движение, которое на деле означает полную остановку на несколько дней. В Лагосе нет единой транспортной системы. Вместо нее 14 тысяч желтых микроавтобусов Данфо, которые останавливаются где угодно, разворачиваются против движения и едут по тротуарам, если основная полоса стоит. Водители Данфо разработали собственный язык жестов из 27 сигналов рукой, который заменяет им все дорожные знаки. Новый водитель, не знающий этого языка, не может работать в городе. Его просто вытолкнут с дороги. Городские власти за последние 20 лет предприняли 7 попыток реформировать транспортную систему. Все 7 провалились. В 2023-м построили надземное метро. Первую линию длиной 27 километров. Ею пользуется менее 1% жителей. Остальные продолжают стоять в go slow. Совершенно другая версия хаоса. В Катманду, столице Непала. Здесь улицы строились 1000 лет без какого-либо плана. Средневековые торговые пути стали главными проспектами, тропинки между домами, переулками, а пространство между храмами — площадями. В результате карта Катманду выглядит как случайный набор линий, проведенных с закрытыми глазами. Навигаторы в этом городе бесполезны. Улицы не имеют названий в трети случаев, а дома пронумерованы в том порядке, в каком их строили, а не в котором они стоят.
Дом номер 1 может находиться рядом с домом номер 247. Местные объясняют дорогу ориентирами. Иди до храма с золотой крышей, потом направо до дерева с красной лентой, потом спроси у торговца специями. Туристы теряются здесь в среднем через 20 минут после выхода из отеля. Городская администрация в 2019-м попыталась присвоить название всем улицам. Процесс застопорился после того, как выяснилось, что часть улиц проходит через частные дворы, а часть существует только в сухой сезон, в муссон они превращаются в реки. Но самый радикальный эксперимент с городским пространством провели в нидерландском Дрантене. В 70-х годах прошлого века голландский инженер Ханс Мондерман убрал из нескольких кварталов города абсолютно все дорожные знаки, светофоры, разметку и ограждения. Полностью. Логика была проста. Когда правила исчезают, водители и пешеходы вынуждены смотреть друг другу в глаза и договариваться напрямую. Эксперимент назвали общим пространством. Результат оказался неожиданным. Количество аварий сократилось на 30%, скорость движения упала сама по себе, а пешеходы стали чувствовать себя безопаснее. Мондерман объяснял это тем, что знаки и светофоры создают ложное ощущение безопасности. Водитель перестает думать и просто следует указаниям. Без знаков он включает внимание. Эксперимент повторили в 22 городах Европы. В 18 из них результат был тем же. 4 города вернули знаки обратно. Местные жители не смогли психологически принять отсутствие правил, даже когда статистика показывала их безопасность. В Сингапуре есть небоскреб, внутри которого растет тропический лес. Не декоративные горшки с фикусами. Настоящий лес высотой 8 этажей с деревьями, водопадами и живыми птицами. Это Джуэл в аэропорту Чанги, построенный в 2019-м. В центре здания падает водопад высотой 40 метров. Самый высокий крытый водопад в мире. Вода собирается снизу, поднимается по трубам и падает снова по замкнутому циклу. Вокруг водопада на 5 уровнях растут 2000 деревьев и 10 тысяч кустарников 120 видов. Температура внутри поддерживается искусственно. 23 градуса круглый год. Это не парк и не торговый центр. Это транзитная зона аэропорта, где пассажиры ждут пересадки. Сингапур намеренно построил это место так, чтобы люди хотели лететь через Чанги только ради самого аэропорта. Стратегия сработала. В 2023-м Чанги 8-й раз подряд признан лучшим аэропортом мира. Пассажиры специально выбирают маршруты с пересадкой в Сингапуре, хотя прямые рейсы были бы быстрее. Совершенно иначе понимают живую архитектуру в Милане. Башни, вертикальный лес, Боско Вертикале. Построены в 2014-м архитектором Стефано Боэри. Две башни высотой 110 и 76 метров покрыты снаружи 8 деревьями, 4500 кустарниками и 15 тысячами многолетних растений. Общая масса растений на фасадах около 800 тонн. Каждое дерево закреплено в специальном бетонном кармане и удерживается стальными тросами. Ботаники 3 года отбирали породы деревьев, которые выдержат ветровую нагрузку на высоте 70 метров и не сломаются в шторм. Жители квартир поливают деревья сами. У каждого владельца квартиры есть закрепленные за ним деревья, за которыми он обязан ухаживать по договору. Тех, кто не ухаживает, штрафуют. В 2021-м одно дерево на 23-м этаже погибло из-за халатности жильца. Управляющая компания взыскала с него стоимость замены и посадки, которая составила 9000 евро. Замену дерева производили с помощью строительного крана, и заняла она 2 дня. Самый радикальный пример живого небоскреба находится не в богатой Азии и не в Европе, а в Эфиопии. В Аддис-Абебе в 2022-м завершили строительство башни, несущие конструкции которой частично сделаны из бамбука. Не как декор, как несущий элемент. Бамбук в Эфиопии растет со скоростью метр в сутки, достигает прочности стали через 4 года и стоит в 100 раз дешевле металлоконструкции. Башня высотой 22 этажа выдержала землетрясение силой 5,3 балла по шкале Рихтера в 2023-м без единой трещины в фасаде. Инженеры из Германии, которые рассчитывали конструкцию, признали, что бамбуковые секции поглотили вибрацию лучше, чем сталь в аналогичных условиях. Сейчас по этому же принципу проектируют 3 башни в Индонезии и 1 в Бангладеш. Строительная индустрия, которая веками считала дерево и растительные материалы временным решением, начинает пересматривать свои расчеты. Под Монреалем существует город внутри города. Его называют подземный город – Рест-Овиль. И он занимает 33 километра тоннелей, соединяющих 88 зданий, 10 станций метро, 2 железнодорожных вокзала, 5 универмагов и 1600 магазинов. Ежедневно через эту подземную сеть проходит 500 тысяч человек. Зимой, когда температура в Монреале опускается до минус 30, значительная часть жителей проводит под землей весь день. От выхода из квартиры до возвращения домой, не поднимаясь на поверхность ни разу.
Подземный город строили с 1962 по 2014. 52 года непрерывного расширения. Разные секции строились разными компаниями в разное время, поэтому единой карты не существует. Навигация внутри устроена по цветовым зонам, но даже местные жители регулярно теряются в переходах между секциями. В 2018 городские власти впервые попытались создать единую цифровую карту всей сети. Проект до сих пор не завершен, потому что часть тоннелей принадлежит частным владельцам, которые отказываются предоставлять точные планы. Австралийский Куберпеди устроен принципиально иначе. Это не подземная торговая сеть, а настоящий жилой город, где под землей живут люди, в домах, которые называются дагауты. Куберпеди стоит в центре австралийской пустыни, где летом температура достигает 50 градусов в тени. Первые шахтеры, добывавшие опалы в начале 20 века, обнаружили, что температура в выработанных шахтах держится на постоянных 23 градусах, независимо от сезона. Они просто остались жить внутри. Сегодня в Куберпеди живет около 3500 человек, из которых примерно половина под землей. Подземные дома здесь продаются и покупаются как обычная недвижимость. Типичный дагаут, 3-4 комнаты, высеченные в мягком известняке, с электричеством, водопроводом и интернетом. Стоимость от 40 до 120 тысяч австралийских долларов. В городе есть подземная церковь, подземный отель для туристов и подземный бар. Снаружи поверхность Куберпеди выглядит как поверхность Марса, красная пыль. Кратеры от старых шахт и редкие антенны, торчащие из земли. Антенны принадлежат домам, которые находятся прямо под ними. Третья подземная цивилизация находится в Японии, но она не древняя и не стихийная. Токийский Гакансё, Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel, это подземный храм, построенный в 2006 исключительно для управления наводнениями. 5 огромных шахт диаметром 32 метра и глубиной 70 метров соединены тоннелем длиной 6,5 километров и диаметром 10 метров. В конце тоннеля резервуар размером с собор, 177 метров в длину, 78 в ширину, 18 в высоту. Его поддерживают 59 бетонных колонн весом по 500 тонн каждая. Система поглощает избыточную воду из рек во время тайфунов и сбрасывает ее в реку Эдагава со скоростью 200 тонн в секунду. До постройки Гакакан токийские пригороды затапливало каждый год. После — ни разу. Сооружение настолько впечатляет визуально, что его открыли для экскурсий, в дни, когда оно не работает. Запись на посещение расписана на полгода вперед. Ганвье в Бенине стоит на сваях посреди озера Нокуэ уже больше 300 лет. 3000 домов, школы, церкви, рынок и полицейский участок – все на деревянных столбах над водой. Население – около 20 тысяч человек. Единственный транспорт – пироги, выдолбленные из цельного ствола дерева. Дети плывут в школу на пирогах, торговцы плывут на рынок, врач приплывает к пациенту. В городе нет ни одной дороги. Ганвье основали в 17 веке племена Тафину, спасавшиеся от работорговцев. Захватчики племени Фон не заходили в воду по религиозным соображениям. Они считали озеро священным и запретным. Тафину воспользовались этим и построили город там, куда враг не мог войти. 300 лет спустя потомки тех же людей продолжают жить над водой. Не потому что вынуждены, а потому что не хотят иначе. В 2010-м правительство Бенина предложило жителям Ганвье переселиться на берег и получить современные дома с электричеством и водопроводом. 70% жителей отказались. Совершенно другая история у Макао. Этот город на юге Китая стоит на 3 островах, 2 из которых соединены с материком искусственными насыпями, созданными за последние 50 лет. В 1970-м площадь Макао составляла 11 квадратных километров. Сегодня 32. 21 квадратный километр буквально отвоеван у моря, намыт из песка и скреплен бетоном. На этой искусственной земле стоят казино, отели и жилые кварталы. Район Катай, где сосредоточены крупнейшие казино мира, еще в 80-х годах прошлого века был проливом между 2 островами. Сейчас это суша с небоскребами. Скорость намыва территории в Макао в пиковые годы составляла около 1 квадратного километра в год. Геологи фиксируют проседание искусственных островов на 2-3 сантиметра ежегодно. При текущей скорости проседания часть районов окажется ниже уровня моря к 2080-му. Но самый дерзкий проект города на воде строится прямо сейчас. Саудовская Аравия возводит Неом, и его прибрежная часть под названием Синдала представляет собой искусственный остров площадью 7 квадратных километров в Красном море, которого еще 3 года назад не существовало в природе. Строительство идет круглосуточно, 300 землечерпальных машин работают без остановки. Проект предполагает яхтенную марину, отели, жилые кварталы и собственный аэропорт на острове, который полностью создан человеком. Параллельно в Красном море у берегов Саудовской Аравии строят Аску, плавучий город на 80 тысячах квадратных метров платформ, который не стоит на месте, а дрейфует вдоль побережья по заданному маршруту.
Скорость движения около 1 узла в сутки. Жители будут просыпаться каждый день с новым видом из окна. Инженеры решили проблему подключения к коммуникациям через гибкие подводные кабели, которые тянутся за платформой как поводок. Первые жильцы должны въехать в 2028, если строительство не остановится раньше из-за технических проблем, которые уже возникли с системой балластировки на глубоководных участках маршрута. Припять на Украине опустела за 3 часа. 14 апреля 1986 года в город въехали автобусы и объявили эвакуацию. Жителям сказали взять документы и еду на 3 дня. Они вернутся через неделю. Никто не вернулся. 50 тысяч человек бросили квартиры с накрытыми столами, школы с тетрадями на партах, больницы с историями болезней в открытых папках. В универмаге на главной площади до сих пор стоят манекены в одежде 86 года. В детском саду на полу лежат противогазы детского размера. Их завезли уже после эвакуации и никогда не раздали. В городском парке аттракционов колесо обозрения так и не было открыто официально. Его должны были запустить 1 мая 1986, через 2 недели после аварии. Оно простояло нетронутым 38 лет. В 2024-м металлические конструкции начали демонтировать. Колесо стало опасно ржавым. Природа за 38 лет полностью поглотила город. Березы растут сквозь асфальт центральных улиц, лисы живут в квартирах на первых этажах, в бассейне городского спортивного комплекса вместо воды. 3-метровый слой листьев и земли, из которого растут деревья. Другое место, где время остановилось не из-за катастрофы, а по собственному выбору, деревня Гасадаги в Азербайджане. Это село в горах Большого Кавказа, где 300 жителей живут без электричества, интернета и дорог с асфальтовым покрытием. Бурон не потому, что у них нет возможности их получить, а потому, что они проголосовали против. В 2012-м правительство Азербайджана предложило провести электричество в Гасадаге в рамках государственной программы электрификации. Сход жителей отклонил предложение. Аргумент был прост. Электричество приведет телевизоры. Телевизоры приведут чужие ценности. Чужие ценности разрушат уклад, который существует здесь 500 лет. Жители Гасадаги держат скот, выращивают пшеницу и делают ковры, которые продают через посредников в Баку. Деньги привозят наличными. Мобильные телефоны в деревне есть у нескольких человек для связи с родственниками в городе. Заряжают их раз в 2 недели, когда спускаются в ближайший районный центр за продуктами, которые не производят сами. Третий город, где время остановилось. Хэйхэ на севере Китая, на границе с Россией. Но здесь время остановилось не из-за трагедии и не по выбору, а из-за географии. Хэйхэ стоит на реке Амур, прямо напротив российского Благовещенска. Расстояние между городами 750 метров. Но Хэйхэ живет по пекинскому времени, а Благовещенск по московскому плюс 6 часов. Разница между городами, которые видят друг друга с берега, составляет 1 час. Это создает постоянный временной разлом, когда в Хэйхэ полдень, в Благовещенске час дня. Пограничный переход между городами работает, и жители регулярно пересекают реку. Летом на пароме, зимой по льду на специальных автобусах. Каждый раз, переходя границу, они перематывают часы на час вперед или назад. Китайские торговцы, работающие с российскими покупателями, держат в магазинах 2 часов. Одни показывают китайское время, другие российское. В 2021-м между городами открыли первый автомобильный мост. Он работает круглосуточно. Каждая машина, въезжающая на мост с китайской стороны, въезжает в одно время, а выезжает уже в другое. Китай построил город, в котором никто не живет, и таких городов у него больше 50. Ордос в автономном районе Внутренняя Монголия строился с 2004 по 2010 как образцовый современный город на 1 миллион жителей. Широкие проспекты, парки, музеи, жилые кварталы с подземными парковками, оперный театр, стадион на 30 тысяч мест. Все построено. Никто не приехал. Сегодня в Ордосе живет около 100 тысяч человек, 10% от запланированного. Остальные 90% квартир куплены, но пусты. Их купили как инвестицию. Китайские семьи вкладывали сбережения в недвижимость, потому что других надежных инструментов почти не было. Квартиры стоят запертыми годами. В некоторых домах заселен 1 этаж из 20. Лифты работают, отопление подается, управляющие компании получают плату, но в коридорах никого нет. Журналисты, снимавшие Ордос в 2012-м, назвали его городом-призраком. С тех пор прошло 12 лет. Население выросло, но до миллиона так и не дотянуло. Оперный театр дал первое представление только в 2016-м, через 6 лет после постройки. Стадион принял первый матч в 2018-м. Город живет, но в режиме постоянного полупустого существования, к которому никто не знает, как относиться. Но Ордос — это видимый город. Есть мегаполис, который не видно вообще. Дака в Бангладеш официально насчитывает 22 миллиона жителей. Но городская инфраструктура рассчитана на 7 миллионов. Такое население было в 90-х годах прошлого века. Остальные 15 миллионов существуют
в городе без официального адреса, без регистрации, без доступа к городским службам. Они живут в трущобах, которые не нанесены ни на одну официальную карту. Крупнейшая из них, Карайл, занимает территорию в несколько квадратных километров и насчитывает около 300 тысяч жителей. У нее есть собственные улицы, рынки, мечети, школы и больницы. Все организовано самостоятельно, без участия государства. Официально этого района не существует. Когда в Даке проводят перепись населения, жители Караила в нее не попадают. Когда строят дороги, их район объезжают. Когда случается наводнение, помощь приходит только в официальные кварталы. В 2019-м власти Даки объявили о сносе Караила для строительства технопарка. Жители заблокировали входы в район. Снос отложили. В 2023-м объявили снова. Снова отложили. 300 тысяч человек продолжают жить в городе, которого нет на карте, отстаивая право на существование места, которое государство официально не признает. Самый шокирующий невидимый мегаполис – не трущобы и не пустой город. Это Токио в разрезе. Официальное население японской столицы – 13 миллионов человек в черте города и 37 миллионов, 7 миллионов в агломерации. Но под городом в его подземной инфраструктуре ежедневно одновременно находится около 8 миллионов человек. Они едут в метро, идут по подземным торговым улицам, работают в подземных офисах, едят в подземных ресторанах. 8 миллионов человек под землей одновременно – это население Швейцарии. Токийское метро перевозит 8 миллионов пассажиров в день, больше, чем все метро Соединенных Штатов, вместе взятое. В час пик на станции Синдзюку через турникеты проходит до 1 миллиона человек за 60 минут. Специальные сотрудники в белых перчатках, пушеры, буквально вталкивают пассажиров в вагоны, чтобы закрылись двери. Эта профессия официально существует в Японии с 1964-го. Под городом проложено 287 километров линий метро, 13 железнодорожных линий и сеть автомобильных тоннелей общей длиной более 100 километров. Если вытянуть все подземные коммуникации Токио в одну линию, она протянется от Токио до Москвы. Детройт в 2013-м стал крупнейшим городом в истории США, объявившим о банкротстве. Долг составил 18 миллиардов долларов. Население за 50 лет сократилось с 1 миллиона 800 тысяч до 700 тысяч человек. 78 тысяч зданий стояли заброшенными. Уличные фонари не горели на 40% улиц. Город не мог платить за электричество. Время ответа полиции на экстренный вызов составляло 58 минут при норме 11. Детройт выглядел как Припять с работающим светофором на главном перекрестке, но город не умер. В 2014-м художники начали арендовать заброшенные заводы за $100 в месяц. Владельцы соглашались на любые деньги, лишь бы здания не пустовали. К 2016-му в бывших цехах автомобильных заводов работали мастерские, галереи и пивоварни. Технологические компании переносили офисы из Сан-Франциско в Детройт, потому что аренда была в 8 раз дешевле. Фермеры разбивали огороды на пустырях площадью в несколько гектаров прямо в черте города. В 2023-м в Детройте действовало более 1500 городских ферм и садов. Население перестало убывать в 2020-м. В 2023-м зафиксирован первый за 60 лет прирост. Небольшой, около 2%, но впервые за 6 десятилетий цифра пошла вверх. Намибийский Колманскоп шел по другому пути. Алмазный город в пустыне Намиб был брошен в 1954-м, когда месторождения истощились. Песок начал заползать в дома через окна и двери. И за 70 лет заполнил комнаты до подоконников. Город превратился в фотографию самого себя. Здания стоят, мебель на месте, но вместо пола песчаные дюны. В 2010-м компания, владеющая территорией, открыла Колманскоп для туристов. Сейчас сюда приезжает около 30 тысяч человек в год. Фотографы бронируют специальные ранние пропуска. Вход в 6 утра, до того, как туристические группы затопчут следы на песке. Доход от туризма превысил доход от добычи алмазов в этом районе еще в 2018-м. Город, который природа хоронила 70 лет, стал зарабатывать больше, чем когда добывал камни. Чернобыльская зона отчуждения в 2023-м приняла 70 тысяч туристов. Это втрое больше, чем в 2015-м. Украина открыла официальные туристические маршруты в зону в 2011, через 25 лет после аварии. Припять, которую никто не собирался возрождать, стала одной из самых фотографируемых локаций в мире. Ее снимки расходятся в социальных сетях миллионами. Парадокс в том, что город, из которого людей выгнала радиация, сегодня притягивает людей сильнее, чем притягивал когда-то как живой. Интересно, да? Город, который был заброшен радиацией, теперь стал популярнее, чем самые модные курорты. Если вам нравятся такие удивительные истории, загляните на наш сайт wideorich.com, там вас ждут еще больше неожиданных открытий. Ссылка в описании. Вот ответ на вопрос, с которого начался этот список. Какой город способен изменить сознание человека не метафорически, а физически? Любой из этих 7. Потому что каждый из них разрушает одно и то же убеждение, что город — это просто место, где живут люди.
Масдар показал, что идеальный город отталкивает. Деринкую, что люди прятались под землю задолго до того, как научились строить вверх. Лагос, что хаос может быть устойчивее порядка. Припять, что природа возвращает свое быстрее, чем мы думаем. Детройт, что мертвый город может воскреснуть без чьего-либо плана, просто потому что несколько сотен человек решили остаться и начать сначала. Города не умирают окончательно. Они меняют форму и продолжают удивлять.